Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Наталья Соколова, ваш обозреватель мира шоу-бизнеса. Сегодня у меня для вас целая подборка горячих новостей из жизни российских знаменитостей. Нам точно будет что обсудить. Начнем с того, что многих удивило. Российская актриса Мария Шалаева, которую больше запомнили по фильму «Русалка», вот уже больше 3 лет живет в Париже. Казалось бы, романтика, город мечты, Эйфелева башня. Но реальность оказалась совсем не такой, как в кино. Мария, как и многие релоканты, сбежала туда в 2022 году. С тех пор ее жизнь круто изменилась. Найти работу по специальности в Париже ей не удалось. Что вы думаете, 44-летняя актриса устроилась там водителем такси. В августе она впервые публично в этом призналась, сказав, что ей было даже стыдно и неловко. Но постепенно Мария освоилась профессией и говорит, что особенно любит водить пожилых пассажиров, с которыми получается вести философские беседы о жизни. И, в общем, я поняла, что мои любимые собеседники – это 86+, потому что это вообще, это что-то такое настоящее. А совсем недавно Шалаева снова вышла на связь со своими подписчиками и рассказала правду о парижской жизни. Знаете, что она сообщила? Вот, а у нас что, все по-старому? Насморк, холод в Париже, не топят клопы. Вот так одним предложением можно развеять все романтические иллюзии о городе любви. Оказывается, не только потеря профессии, но и бытовые проблемы преследуют актрису каждый день. Но обязательно досмотрите до конца, потому что дальше будет история, которая заставит вас задуматься о семейных ценностях и о том, как деньги могут разрушить, казалось бы, даже самые крепкие отношения. А еще я расскажу, как актриса Екатерина Климова с размахом отметила день рождения своей дочери. А сейчас перейдем к скандальной истории. Владислав Бакальчук, один из основателей Вайлдберрис, подал в суд на свою бывшую жену Татьяну Ким. В этот раз речь идет о детях, которых у бывших супругов 7. Представляете? Старшей дочери уже 18, и она совершеннолетняя, а самые младшие – близнецы, которые появились только 4 года назад. Владислав обратился в Савеловский районный суд Москвы с требованием установить четкий порядок встреч со своими детьми. После развода все они остались жить с матерью, но отец настаивает на праве участвовать в их воспитании, как благородно. Он говорит, что дети очень тяжело переживают развал семьи, особенно старшие, которые понимают все нюансы происходящего. Кстати, официальный развод был оформлен только в феврале этого года, после 22 лет брака. Сопровождался он громким скандалом из-за дележки компаний. Помните эту историю? Летом прошлого года компания объявила об объединении с группой РУС. Тут между супругами начался настоящий конфликт. Владислав заявлял о попытке рейдерского захвата, говорил, что жена попала под влияние третьих лиц и даже обращался к самому Кадырову за поддержкой. А потом случилось страшное. В офисе компании произошло настоящее вооруженное столкновение, когда даже погибли 2 охранников, а несколько человек получили ранения. Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. По итогам раздела имущества Татьяна получила полный контроль над компанией, а Владислав лишь квартиру в Люберцах, земельный участок и пару других компаний. А вдобавок суд постановил, что он еще остался должен бывшей жене почти 1 миллиард рублей. И теперь он решил бороться за право видеться с детьми. Я буду и дальше продолжать бороться за свою семью и за наш семейный бизнес. Интересно, чем все это закончится? Главное, чтобы обошлось все без стрельбы. А теперь перейдем к светлой и праздничной новости. Актриса Екатерина Климова с настоящим размахом отметила 10-летие своей младшей дочери Беллы. 47-летняя красавица организовала праздничную вечеринку в грузинском стиле. И это было не случайно, ведь отец был известный актер голомецкий грузин. Для празднования Екатерина сняла целый ресторан в центре Москвы. Только представьте этот масштаб. Гости дегустировали разные национальные блюда, участвовали в конкурсах, разучивали традиционные грузинские танцы. Сама Климова объяснила: в Белле течет грузинская кровь, и мы решили отпраздновать ее 10-летие в атмосфере гостеприимства и вкусной кухни. Главным украшением вечера стал огромный 3-ярусный торт, декорированный колосьями и свечами. Екатерина в этот вечер много танцевала, позировала перед камерами и явно получала удовольствие от праздника. В конце даже заявила, что планирует продолжить такую традицию тематических вечеринок. У нее даже уже созрела концепция на следующий год. До встречи через год. Теперь я планирую делать таборную стилистику.
В Белле же цыганская кровь тоже присутствует. Многие поклонники обратили внимание, что на видео с праздника не было самого Гела Мески и старших братьев Беллы, Матвея и Корнея. Сама Екатерина это никак не прокомментировала. Возможно, дело просто в их занятости. Кстати, ранее актриса рассказывала, что девочка мечтает стать всадницей, а когда мама объяснила ей, что такой профессии не существует, находчивая малышка заявила: «Тогда буду тренировать всадников». Молодец, выкрутилась. Вот такие на сегодня разные истории из мира шоу-биза. Ну а если вам было интересно, ставьте лайк, обязательно пишите в комментариях, какая история вас зацепила больше всего. До скорых встреч!